Каменная стена не умеет фантазировать и не умеет врать. Она не читала книг, не смотрела фильмов, не слышала о космических кораблях. Когда древний человек брал охру или кусок угля и рисовал на скале то, что видел, он не придумывал, а документировал. Именно поэтому наскальные рисунки считаются самым честным источником информации в истории. Животные на стенах пещер совпадают с костями, которые находят в том же грунте, а сцены охоты подтверждаются наконечниками стрел по соседству. Все сходится, пока мы смотрим на оленей, бизонов и рыбаков в лодках. Но на 5 участках планеты, разделенных океанами и тысячелетиями, древние художники нарисовали кое-что другое. Существ в герметичных костюмах с круглыми шлемами на головах, фигуры без ртов и с огромными черными глазами, которые парят над землей. Точные карты звездного неба, которые невозможно составить без оптических приборов. Официальная наука объясняет это ритуальными масками, трансом шаманов и чистым совпадением. Но когда одно и то же совпадение повторяется на 5 континентах у народов, которые никогда не встречались, оно перестает быть совпадением и становится уликой. Сегодня мы побываем в 5 местах, где камень говорит то, что учебники предпочитают не слышать. В самом сердце Сахары, на юго-востоке Алжира, среди барханов и раскаленного воздуха, лежит плато, которое по-туарегски называется Плато-рек. Сейчас это звучит как жестокая шутка, потому что ближайшая вода находится за десятки километров, а температура днем переваливает за 50. Но название хранит правду. Когда-то здесь текли полноводные реки шириной с Нил, росли дубы и оливы, паслись жирафы, слоны и бегемоты. Тесселин-Аджер хранит больше 15 тысяч наскальных рисунков, и это крупнейшая галерея доисторического искусства на всей планете площадью 72 тысячи квадратных километров. Французский исследователь Анри Лот провел здесь 1,5 года, с 1956 по 1957, копируя фрески вместе с группой художников и фотографов. Когда он вернулся домой и опубликовал книгу «В поисках фресок Тассили», научный мир раскололся пополам. Большинство рисунков было понятно: стадо коров, сцена охоты, танцующие женщины, похороны вождей. Но среди этого предсказуемого набора Лот обнаружил фигуры, которые не вписывались ни в какую логику. Он назвал их «круглоголовые люди», потому что не знал, как еще описать существ ростом до 6 метров с идеально круглыми головами. Из голов торчали предметы, похожие на антенны или трубки, а тела были укутаны в нечто напоминающее герметичные комбинезоны. На некоторых фигурах угадывались прозрачные сферические шлемы, за которыми лица выглядели размытыми, словно художник хотел показать стекло между зрителем и существом. Самая знаменитая фреска изображает нескольких таких существ, окруженных геометрическими узорами из разноцветных линий. Каждая держит в правой руке грибовидный предмет, от которого 2 параллельные линии тянутся к темени, словно провода или шланги, соединяющие руку с шлемом. Если бы вы показали этот рисунок инженеру космической отрасли, не сказав, откуда он, инженер описал бы систему жизнеобеспечения в замкнутом скафандре. Но этим рисункам от 8 до 12 тысяч лет, и нарисовали их люди, которые еще не изобрели колесо. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что рядом с фресками круглоголовых археологи не нашли ни одного захоронения, ни одного черепка, ни одного наконечника стрелы. Люди, которые рисовали охотников и коров, оставляли после себя горы бытового мусора: кости, зернотерки, скребки, каменные ножи. А те, кто нарисовал существ в шлемах, не оставили абсолютно ничего, кроме самих рисунков, словно пришли, оставили послание и исчезли. Как вам кажется, на что это больше похоже? На ритуальную маску шамана или на шлем с подачей воздуха? Напишите в комментариях, что вы видите, когда смотрите на эти фрески. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, и спор длится уже 70 лет. Одни говорят про шаманские маски и галлюциногенные грибы, ведь на некоторых рисунках фигуры держат предметы, похожие на грибы. Другие указывают на то, что фрески выполнены в нескольких цветах одновременно. Многоцветная живопись требует сложные технологии приготовления красок из минералов, а это совсем не уровень примитивных племен. В 1976 году испанская экспедиция специально отправилась в Сахару для изучения этих фигур.
Исследователи вернулись с еще большим количеством вопросов, чем было до отъезда, и опубликовали доклад, где честно признались, что не могут классифицировать увиденное. Если вам нравятся такие расследования, и вы хотите разобраться, что на самом деле скрывают древние камни, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие разборы. Теперь перенесемся из африканской жары в прохладную темноту юго-западной Франции, в долину реки Визер. 12 сентября 1940 года 4 подростков из городка Монтиньяк гуляли по лесу. Их собака провалилась в яму, образовавшуюся после падения сосны от удара молнии. 18-летний Марсель Равида решил вернуться с 3 друзьями и спуститься в узкий лаз глубиной около 15 метров. Ребята думали, что это секретный проход в соседнее поместье Ласко, о котором ходили легенды. Вместо клада они нашли кое-что ценнее любого золота. На стенах плясало пламя их самодельных фонарей, и в этом свете проступали силуэты зверей, которых не видел ни один человек на Земле уже 15 тысяч лет. Стены и потолок огромного подземного зала были покрыты сотнями изображений животных такого мастерства, что ученые позже назовут это место Сикстинской капеллой первобытной живописи. Пещера Ласка содержит около 2000 рисунков возрастом от 15 до 18 тысяч лет. 5-метровые быки нарисованы 2 способами одновременно. Краску распыляли через специальную костяную трубочку и наносили кистью, что говорит о сложной и отработанной технике. Лошади, олени и бизоны изображены в движении с анатомической точностью, которой позавидовали бы многие современные иллюстраторы. Но среди этого зоологического великолепия спрятаны детали, которые не заметишь с первого взгляда, и которые гораздо важнее самих животных. Над головой самого большого быка в зале ротонды нанесены 6 черных точек, расположенных не хаотично, а в строгом порядке. В конце 60-х годов советский ученый Борис Фролов первым осторожно предположил, что эти точки изображают звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца. Позднее немецкий палеоастроном Михаэль Рапенглюк, который сотрудничал с НАСА, подтвердил и расширил эту гипотезу. Он показал, что бык на стене соответствует созвездию Тельца, а точки над его головой расположены именно так, как Плеяды выглядели на ночном небе в ту эпоху. Ключевое слово здесь «в ту эпоху», потому что звезды не стоят на месте. Прецессия земной оси медленно смещает положение созвездий из века в век. Если древний художник точно зафиксировал расположение Плеяд, значит, он наблюдал небо именно в тот конкретный период и запомнил увиденное с поразительной точностью. 18 тысяч лет назад люди не просто иногда поглядывали на звезды у костра. Они вели систематические астрономические наблюдения и фиксировали результаты, которые мы смогли подтвердить только с помощью компьютерного моделирования. Но еще более загадочная находка ждет в самой дальней части пещеры, в тесной зоне, которую назвали шахтой. Там нарисована сцена, не похожая ни на что другое во всей пещере. Человек с головой птицы то ли падает, то ли лежит между раненым бизоном и уходящим носорогом. У бизона выпущены кишки, а птица-человек застыл в странной позе, словно его ударила невидимая сила. Рядом стоит шест, на вершине которого сидит еще одна птица, а вокруг всей композиции разбросаны точки и загадочный зубчатый символ. Рапенглюк убежден, что эта сцена изображает не охоту и не древний миф. По его расчетам, человек-птица, бизон и птица на шесте вместе образуют летний треугольник. 3 ярчайших звезды летнего неба – Вегу, Денеп и Альтаир. Если это правда, перед нами не просто картинка, а астрономический атлас, составленный за 15 тысячелетий до появления письменности. Возникает неудобный вопрос. Зачем людям, которые живут в пещере и охотятся на бизонов копьями, нужна точная карта звездного неба? Навигация по суше не требует знания созвездий, а до мореплавания оставалось еще 10 тысяч лет. Либо эти люди были неизмеримо умнее, чем мы привыкли о них думать, либо кто-то научил их смотреть вверх и записывать увиденное. А теперь отправимся на противоположный конец планеты, в место, которое максимально далеко и от Франции, и от Алжира. Австралия была изолирована от остального мира десятки тысяч лет, и ее обитатели точно не контактировали ни с европейцами, ни с африканцами.
Горные цепи Кимберли тянутся через всю северо-западную оконечность континента, и на протяжении тысячелетий здесь живут несколько племен аборигенов – Унамбал, Уоррора, Нгаринин. В пещерах плато Митчелл, в долинах рек Глинелдж и Принца Регента спрятаны древние святилища этих народов, куда обычно допускаются только старейшины. На стенах скальных ниш нарисованы огромные фигуры, некоторые достигают 6 метров в высоту. У них белые лица, большие черные глаза и полное отсутствие рта. Тела укутаны в длинные бесформенные одежды, руки и ноги едва намечены, словно художнику было важно передать не анатомию, а само присутствие этих существ. Вокруг голов расходятся лучи или линии, создающие эффект сияющего ореола. Аборигены называют этих существ вандживна и относятся к ним не как к легенде, а как к историческому факту. По их рассказам, вандживна пришли с неба во времена глубокой древности. Они научили людей пользоваться орудиями, дали им законы и обряды, а после завершения миссии одни вернулись на небо, другие ушли под землю. Их образы остались на скалах как условие договора между людьми и небесными учителями. Согласно верованиям, вандживна контролирует плодородие земли, размножение животных и приход дождей. Если люди перестанут обновлять их портреты, договор будет нарушен и засуха поглотит все живое. Путешественник Джордж Грей первым зафиксировал эти рисунки в 1841 году и записал, что они произвели на него жуткое впечатление. Он описал фигуры как нечто совершенно не похожее ни на одно изображение, которое он видел у других народов Австралии или мира. Каждый год, в декабре или январе, перед муссонными дождями, аборигены заново подкрашивают изображение вандживна. Они верят, что если рисунки потускнеют, вандживна перестанут посылать дождь и земля умрет. Эта традиция непрерывного обновления затрудняет точную датировку, но самые нижние слои краски уходят вглубь тысячелетий. Обратите внимание на деталь, которую не объясняет ни одна официальная теория. У вандживна нет рта. У всех остальных существ на наскальных рисунках мира рот есть всегда, потому что для древнего художника рот означает жизнь, крик, пищу. Сознательно не рисовать рот означает показать, что это существо не ест и не дышит как человек. Оно получает энергию иначе, через те самые ореолы вокруг головы, которые аборигены воспроизводят из поколения в поколение. Расскажите, из какой вы страны и встречались ли в ваших краях легенды о существах, которые спустились с неба и научили людей жить. Из Австралии мы переместимся в Европу, в итальянские Альпы, где между провинциями Брешия и Бергамо лежит 90-километровая долина Камоника. Местные жители столетиями проходили мимо камней с рисунками и не обращали на них внимания. Все изменилось в 1914 году, когда альпинист Гуальтьеро Лаен показал их Национальному комитету по охране памятников. После Второй мировой войны археолог Эммануэль Анати начал систематические раскопки и обнаружил нечто грандиозное. Валь-Камоника оказалась крупнейшим собранием петроглифов во всей Европе. Около 300 тысяч изображений, которые создавались на протяжении 8 тысячелетий, начиная примерно с 6-го тысячелетия до нашей эры. В 1979 году это место стало первым объектом ЮНЕСКО в Италии. Одна из найденных здесь фигур, так называемая Роза Коммуна, стала официальным символом целого региона – Ломбардия. Подавляющее большинство рисунков предсказуемо. Олени, лодки, воины с копьями, повозки на 4 колесах, жилища, сцена земледелия. Но среди сотен тысяч обычных изображений попадаются фигуры, которые резко выбиваются из общего ряда. 2 фигуры стоят рядом, и их головы непропорционально малы по сравнению с массивными телами, зато вокруг голов сияют лучи, расходящиеся во все стороны. Это не нимбы святых, потому что христианство появится здесь через тысячи лет, и не солярные символы, потому что солнце на этих же камнях изображали совершенно иначе. В руках лучистые фигуры держат предметы, которые не похожи ни на копье, ни на топор, ни на серп. Это не орудие бронзового века и не орудие каменного века. Это вообще не одно известное орудие любой эпохи. Возраст этих конкретных петроглифов оценивается примерно в 10 тысяч лет. Примечательно, что на более поздних рисунках в той же долине есть десятки изображений жрецов, танцоров и воинов.
Все они выглядят как обычные люди с нормальными головами и понятными инструментами в руках. Лучистые фигуры стоят среди них, как пришельцы на деревенском рынке. Нацисты в 1935 году отправили в Валь-Камонику специальную экспедицию, мечтая привязать эти рисунки к арийскому наследию. Они нашли на одном из камней свастику, но связать лучистых существ с арийской расой не смогли при всем желании. Фигуры оказались слишком чужеродными даже для нацистской мифологии, которая была готова присвоить себе все, что угодно. Века спустя местные монахи выдалбливали кресты прямо поверх древних петроглифов, чтобы нейтрализовать бесовскую силу непонятных рисунков. Рисунки пережили и монахов, и фашистов, и стоят на камнях до сих пор, глядя своими лучистыми глазами в альпийское небо. Последняя остановка нашего путешествия находится там, где Красная пустыня встречается с отвесными скалами. Каньон Сега, штат Юта, берег реки Грим-Ривер. Песчаниковые стены каньона покрыты изображениями, которым больше 8000 лет, и эти рисунки принципиально отличаются от всего, что мы видели до этого момента. Здесь нет животных, нет сцен охоты, нет бытовых зарисовок, вообще нет ничего привычного. На скалах изображены более 80 фигур в натуральную величину. У них нет глаз, часто нет рук и ног, а тела представляют собой вытянутые трапеции с широкими плечами и узкой нижней частью. Некоторые фигуры достигают 2 метров в высоту и нарисованы темно-красной охрой, которая за тысячелетия въелась в песчаник так глубоко, что ее невозможно смыть. Фигуры выглядят так, словно парят над землей, не касаясь ее, и за это получили свое неофициальное название «фигуры-призраки». Когда солнце садится и красный свет заката падает на стену каньона, кажется, что силуэты движутся, медленно покачиваясь в теплом воздухе пустыни. У некоторых на торсах нанесены волнистые символы, которые исследовательница Полли Шафсма интерпретирует как знаки воды и жизни. Рядом с призраками часто изображены змеи, что указывает на шаманскую традицию западных архаичных народов. Но шаманы по всему миру рисуют духов животных, духов предков, духов грозы и реки. Фигуры каньона Сево не похожи ни на одного из этих духов. Они слишком абстрактны и слишком единообразны, словно художник рисовал не видение из транса, а конкретный объект по памяти. Снова и снова он повторял один и тот же образ, как человек, который пытается описать то, для чего в его языке нет слов. В 2013 году группа ученых датировала похожий набор петроглифов в Западной Неваде. Результат поразил всех. Возраст от 10,5 до 14 800 лет. Это древнейшее наскальное искусство Северной Америки, созданное в конце ледникового периода. В ту эпоху ледники еще покрывали север континента, мамонты бродили по прериям, а до первых известных цивилизаций Америки оставались тысячелетия. Кто жил в этих каньонах в такую раннюю эпоху и зачем рисовал безглазых великанов на отвесных стенах? Вопрос усиливается тем, что для нанесения рисунков на верхнюю часть скалы требовались леса или веревочные системы, а значит, координация и планирование. Индийские племена, которые пришли в эти места тысячи лет спустя, честно говорили белым поселенцам одно и то же. Рисунки были здесь задолго до них, и они понятия не имеют, кто их оставил. Для местных жителей эти безглазые силуэты были чужими, опасными, и от них старались держаться подальше. Даже сейчас, когда туристы приезжают в каньон Сего, они описывают странное чувство, словно за ними наблюдают пустые контуры на стенах. 5 мест на 5 континентах. Алжир, Франция, Австралия, Италия, Соединенные Штаты. Народы, которые создали эти рисунки, не знали о существовании друг друга, не плавали через океаны, не обменивались письмами. Но все они изобразили одно и то же – существ, которые не похожи на людей, не похожи на животных и не вписываются ни в какую привычную картину мира. Герметичные шлемы с антеннами в Алжире, звездные атласы невозможной точности во Франции, безротые лица с черными глазами и ореолами в Австралии, лучистые фигуры с неизвестными приборами в Италии, парящие безглазые силуэты в красных скалах американского каньона. Совпадение перестает быть совпадением, когда оно повторяется 5 раз в местах, между которыми нельзя пройти пешком. Официальная наука говорит: маски, шаманы, галлюцинации – случайное совпадение мотивов.
Но она до сих пор не ответила на один простой вопрос. Почему галлюцинации у людей из Сахары, французской пещеры, австралийского буша, Альпийской долины и американского каньона оказались одинаковыми? Галлюцинации по своей природе случайны, индивидуальны, неповторимы. Но 5 народов на 5 континентах увидели одно и то же, нарисовали одно и то же и спрятали рисунки в самых труднодоступных местах, словно оберегали важнейшее послание для будущих поколений. Как вы думаете, это действительно совпадение? Или древние художники рисовали то, что видели? Напишите, какая из 5 загадок показалась вам самой убедительной. Мы привыкли относиться к наскальным рисункам как к милому хобби первобытных людей, чему-то вроде детских каракулей на обоях. Но подумайте вот о чем. Краски, которыми пользовались древние художники, держатся на камне дольше, чем наши цифровые фотографии на облачных серверах. Пигменты из охры и оксида марганца въедаются в породу и становятся ее частью, а файлы на жестком диске живут в среднем 5 лет. Если бы древние хотели передать послание через 10 тысяч лет, они выбрали идеальный носитель. И у этих стен есть одно преимущество перед любой библиотекой. Библиотеки горят, серверы ломаются, а камень стоит. И когда камень на 5 континентах повторяет одну и ту же историю, возможно, стоит допустить, что древние художники были не фантазерами, а свидетелями. Они рисовали только то, что видели, и у них не было ни одной причины врать. Потому что они не знали, что через 1000 лет кто-то посмотрит на их стены и не поверит собственным глазам.